Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студий перманентного макияжа. Сегодня у нас будет исправление некачественного перманентного макияжа. Он у нас рыжий, но так как форма в пределах нормы, в принципе, и свои волоски на бровях темные, то такую работу можно исправить, в принципе, не прибегая к прям лазерному удалению, когда до чистой кожи это делается. То есть тут делали одну процедуру лазера, и теперь он достаточно, в принципе, светлый, можно поработать и исправить и по симметрии, и по цвету. Мы будем использовать несколько цветов, кожа подходит идеально, уже там была волосковая техника, и волоски видно, что сохранились, несмотря на то, что сделано очень давно, поэтому техника будет волосковая. Мы будем немножко расширять брови, потому что они, хозяйки их, кажутся тонковатыми. Расширять намного нельзя, потому что вот это все волоски, что есть, но они в длину могут отрастить, поэтому чуть-чуть по верхней части я добавлю. Они, сами волоски станут длиннее, и вот это место прикроется. Но если бы совсем там ничего не росло, тогда было бы сложнее. Я закончила рисовать эскиз, я максимально выровняла симметрию, насколько это возможно, по форме мы согласовали, одобрили. Сейчас я обведу эскиз белым карандашом и, в принципе, его сотру, поэтому много я не рисовала, плотно не прокрашивала ничего карандашом, просто чтобы было понятно клиенту, насколько симметрично получилось и нравится ли форма. Все, я обвела белым карандашом, теперь я нанесу анестезию на пустую, на чистую кожу. И в принципе вот этот белый водостойкий карандаш, он мне сохранит форму. А если на теневой растушевке мы вообще никак не фиксируем, почти всегда, на волосковом методе я люблю работать по чистой коже. То есть я потом сотру полностью карандаш вместе с анестезией. Анестезия аппликационная, просто вот с помощью шприца мы ее наносим удобно, локально. И опять волосковый метод я люблю делать, чтобы волосок с первого раза лег. Для этого надо работать довольно медленно и сразу на правильной глубине. То есть это может быть ощутимо, поэтому я держу реально минут 15 анестезию, чтобы было комфортно и клиенту, и мне, чтобы он не вздрагивал и не было больно. Наношу толстым слоем, пленкой не закрываю, толстым слоем для того, чтобы не засохла она и сработала хорошо. Я сейчас стерла анестезию и начинаю работать. Я всегда проверяю, как ложится пигмент на малозаметном месте, вот где много волосков, чтобы убедиться, что он вообще ложится, на какой глубине работать. То есть я провожу буквально один волосок и смотрю, правильно ли я выбрала глубину, остался ли он. И потом уже я прихожу и начинаю работать в том месте, где нельзя ошибиться, где должно быть прям самый красивый рисунок должен быть. Я подкладываю ватный диск, чтобы не размазать эскиз, чтобы не потерять карандаш белый. Когда работаешь и видишь, что потерял эскиз, то есть вот здесь вот на хвостике размазалось немножко, как на машине, не вижу, не еду. Сейчас мы сядем, так как эта бровь уже готовая, эту мы сейчас воспроизведем, отзеркалим просто. Поэтому очень удобно работать, когда одна бровь практически полностью, либо полностью готова, и вы приступаете ко второй. То есть пока вы работаете на этой, у вас есть идеальный эскиз, на который вы можете ориентироваться. И наоборот, когда вы перешли на вторую бровь, у вас есть идеальный эскиз на уже законченный. Я рисую одноразовым микробрашем, и красная гелевая ручка, она стирается полностью от любого прикосновения, поэтому мы ее используем давно, очень удобно. Все одноразовое. Еще очень удобно, когда вот такая красная дымка полупрозрачная. Я по ней рисую, я вижу прям кожу, я вижу глубину, на которой я рисую, поэтому я люблю ею работать. Когда не получилось попасть в волосок, вернее, нарисовать волосок с одного раза, надо на втором проходе попасть прям точно в тот же самый в идеале. Кожу надо растягивать в 3 стороны, как минимум. Если сложно, то в 2 хотя бы, но она должна растянута быть
перпендикулярно вот по волоску. Короче, кожа должна быть растянута, как барабан. Вести надо максимально медленно волосок, насколько это возможно. Зависит, конечно, от скорости машинки, но чем медленнее вы ведете, тем больше пигмента останется в этом штрихе, тем более будет ярким волосок. И тем меньше проходов надо будет сделать. Я дорисовала еще немножко. Там, где по симметрии, мне надо закрыть, где надо докрасить, дорисовать. И всегда всем своим ученикам советую как можно чаще садиться и смотреть по симметрии, потому что вот эти нюансы, вот здесь по нижней части немножко не хватает, вот здесь по верхней части немножко не хватает. Они в итоге вылезают, если этого не делать и не садиться, не смотреть по симметрии, вот в такие хвосты, которые один смотрит вверх, один вниз, и это уже потом будет непоправимо. Также надо вот проверять, в одном ли месте начинаются головки, похожи ли они по форме. Даже направление рисунка волосков должно быть, в принципе, более или менее похоже. Потом мы сели, вот здесь вот я увидела пустоты, сейчас я их закрою, чтобы там были такие мелкие, как бы пушковые волоски. Я делаю такие маленькие штрихи, они не быстрые, просто маленький сам штришок. Они как бы вспомогательные, получается. Они между основными, там-сям я их дорисовываю, чтобы не было пустот, когда вам кажется, что пустовато. Бывает такое. Дорисуйте штришки, которые идут наискосок между основными. Мы закончили процедуру. Я хотела делать двумя цветами, но в процессе поняла, что сегодня это делать не стоит, потому что немножко кровило. Я нарисовала волоски. Они коричневого цвета, на самом деле. Сейчас они выглядят темнее, ярче, конечно, чем будут. На коррекции, если заживет и все равно будет видна вот там между эта краснота, то, возможно, мы пройдемся телесным цветом кое-где, чтобы сделать более равномерно и мягко. По симметрии мы практически выровняли, посмотрим, как заживет. Если волоски расплывутся между собой, тогда там точно поработаем флешпотом. Это было исправление некачественного перманентного макияжа оранжевого цвета, немножко несимметричного, но так как форма была, в принципе, съедобная, мы поработали и еще поработаем на коррекции, конечно, потому что с одного раза перекрытие обычно не получается сделать качественно. Всем спасибо за просмотр, всем пока!